Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня у нас будет самый простой и самый желанный джемпер, связанный очень известным патентным узором. Узор настолько простой, действительно. Всего 2 петли раппорт составляет и 4 ряда в высоту. Перед вами он в крупном планом выполнен. Вы видите, как рельефно и шикарно он смотрится и в изделии, и в узоре, и в укрупненном варианте. Да? Много говорить вообще даже не буду. Само за себя говорит легкость, простота и красота данной модели, да, данного узора. Его могут связать девочки, имеющие совсем маленький опыт вязания. Вы будете шикарно смотреться. Я взяла в сегодняшнем видеопроекте полухлопковые ниточки, шикарные, смотрятся очень эффектно. У них такой интересный вискозный блеск, ниточки очень мягкие, средней толщины. Но давайте об этом чуть позже. А сейчас я хочу озвучить размеры, на которые мы будем составлять сегодня инструкцию по вязаниям. Это российские размеры 42, 44, 46, 48 и 50, 52. И в качестве бонуса я просто назову количество петель расчетное и как на вырез горловины, то есть элементарные вот эти сведения для размера 52-54. Инструкция по вязанию у нас выкладывается под видео для вашего удобства в виде текста. Очень удобно пользоваться. Как я сделала эти расчеты, выкройку, как применяла в расчетах, в расчетной части все озвучу вам, объясню, как считала скос плеча, как считала скос рукава. То есть все там, в принципе, есть в сегодняшнем нашем видеопроекте. Ну, видите ли, картинок у меня таких вот очень разнообразных нет. Вот еще одна у меня есть картинка такого джемпера. Вы видите, связанным очень простым узором. Мне кажется, что в нашей ниточке он будет, наверное, даже более эффектно смотреться, чем вот в это фабричное изделие. Мне такое кажется, это мое личное мнение, да. Девочки, вы можете цвет использовать для вязания этой модели совершенно разный. То есть я сегодня вам продемонстрирую ниточки в разной цветовой гамме, эти же ниточки, да, и даже еще как альтернативу покажу еще одну шикарную новинку, пряжу, которую тоже оценила, которая мне очень понравилась. Поэтому, мои дорогие, остаемся на канале и смотрим внимательно все сегодняшние нюансы нашего видеопроекта. Итак, выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Итак, девочки, для вязания этого прекрасного джемпера я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Pratica. Это турецкая пряжа, очень известной марки. Это полухлопковая пряжа, 55% хлопок, 45% акрил. Далее смотрим, цвет у нас такой серенький будет использоваться. Это 533 и в 100 грамм 220 метров метраж. Я вязала спицами 3,5. Вот так выглядит наш с вами узор. Вот так он очень рельефно, шикарно смотрится. Я считаю, просто идеально петельки рельефно смотрятся именно в пряже этой толщины. И хлопок дает вот эту рельефность. Очень, как ячейки какие-то, да, девочки, прям смотрится шикарно, шикарно. Вы посмотрите, как это волнующе смотрится. Просто еще, знаете,
присутствует в пряже, нежность, мягкость. Это просто пряжа меня покорила. Я вам сейчас покажу, вы будете сами удивляться, да? Это у нас лицевая сторона, а это получается изнаночная сторона. Вот так у нас смотрится обычная резинка, да, с изнаночной стороны. Так, ну и лицо, конечно, ни в какое сравнение не идет с изнанкой, да? Так, и наряду с этой пряжей, вот у меня какое богатство лежит здесь. Это все пряжу, которую я заказала этой же марки и этой же самой пряжи. Cotton Gold Pratica. Смотрите, у меня какое богатство цветов. Ну, вот эти две немножко не из этой оперы, но я тоже хотела бы вам их порекомендовать, девочки. Читала хорошие, только положительные отзывы. У этой пряжи Baby Cotton Gazal XL 50 грамм, 105 метров всего. То есть она довольно такая толстенькая ниточка. Шикарно будет смотреться кардиган, жакет летний. Знаете, крупная полухлопковая пряжа. Очень. Так, и состав у нее 50% хлопок, 50% акрил. Знаете, такой имеет характерный какой-то, знаете, для шелковой нити характерный блеск. Очень шикарная пряжа, мягкая, необычайная. Считаю, прям, знаете, такой жилет какой-то из нее связать, летний вариант, да, жакет, кардиган. Ой, как это будет шикарно смотреться, девочки, как шикарно. Вот у меня 3 оттенка я выбрала, все почему-то в розовых тонах, да. Вот такой розовенький, вот такой вот розовенький. И еще вот у меня пыльная роза, так скажем. Нежный такой пыльный розовый цвет, да. Нежно-розовый. Так. Ну и про ту пряжу, которую я хотела, значит, вам похвастаться. Вот она у нас как выглядит. Это все та же пряжа, с которой я вязала этот образец. Мягчайшая, нежнейшая. Вот такое у меня богатство теперь, девочки. Я получила посылочку с этой пряжей. И уже многие из них использовала. Вот эту пряжу Ализе тоже использовала. Цвет пыльной розы. У меня есть узор, связанный из этого цвета. Он шикарно смотрится от американского дизайнера. Посмотрите, этот узор тоже очень хорошо подойдет для кардиганов и жакетов. В общем-то, вот из этой пряжи я джемпер уже вязала. У меня есть видеопроект. Петельки очень ровно. Там косые жгуты просто идеальнейшим образом смотрятся. В общем-то, тоже замечательная пряжа. Но я не буду рекомендовать эту пряжу для вязания, например, каких-то тонких, нежных, ажурных кофточек, потому что она все-таки больше подходит для верхней одежды, типа кардигана или жакета. Вот что я хотела бы подчеркнуть. А так цвета шикарные. Загляните, пожалуйста, в интернет-магазин, если будете озадачены выбором пряжи, обратите внимание именно на эту пряжу. Не в качестве рекламы, а в качестве просто хорошего совета. Я вот для себя лично ее открыла только в этом году. Вот эта пряжа тоже меня покорила. Отзывы хорошие. Посмотрите. Итак, немножко мы отвлеклись, да, от темы нашего джемпера, но это очень полезная информация. Думаю, что многие поинтересуются. Сейчас мы смотрим с вами выкройку и мое дальнейшее объяснение, как вязать джемпер. Выкройка наша будет сегодня выглядеть вот таким образом, который мы будем использовать. Ну, и здесь просто конструктивно вы должны понимать, что мы вяжем спинку перед раздельными деталями, рукава тоже 2 рукава отдельными деталями. Все это собирается, сшивается. У нас будет скос плеча, вырез по спинке и по переду, вырез горловины. И у нас будет обычный рукав спущенный. Любую конструкцию по своему усмотрению можете применить. Можете классику с окатом, то есть здесь сделать пройму полноценную, да, и здесь окат сформировать. Пожалуйста, девочки, классики. Эта модель также будет прекрасно, шикарно смотреться, и этот узор заиграет и в классическом варианте. То есть
все на ваше усмотрение. Воспринимайте мой видеопроект как дизайн-проект, да, который всегда можно откорректировать по своему желанию. Да. Давайте сейчас с вами посмотрим описание. Вот эта инструкция будет выложена под видео. Здесь я подробно пишу, с чего мы начинаем, сколько петель набираем, на какой высоте что мы делаем, какие действия, да, где закрываем, где что-то там прибавляем. В общем, вся последовательность вашего действия здесь кратко изложена. Так, очень удобно, согласитесь. Ну а сейчас приступаем к вязанию образца узора. Девочки, для вязания этого образца я набрала 30 петель. 30 петель. И давайте с вами начнем вязать первый ряд. Смотрите, узор будет формироваться, значит, у нас получается, мы начнем с изнаночного ряда. Ну да, это лицевая сторона, но не так, как мы обычно воспринимаем, да, принято нам воспринимать, что мы начинаем первый ряд с лицевого ряда, потом идет изнаночный второй ряд. Здесь немножко по-другому все, структура другая, и поэтому мы начинаем, первый ряд у нас идет изнаночный. Всего составит раппорт 4 ряда и 2 петли. Поэтому количество петель вы можете набрать любое, кратное 2, плюс 1 петлю можно сделать для симметрии. Я не делала, то есть имейте это в виду. Так, первый у нас идет кромочная, и первый изнаночный ряд мы вяжем как лицевая, изнаночная. Все, раппорт связан. Второй раппорт лицевая, изнаночная. И так далее продолжаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем, девочки, до конца ряда. До конца ряда вяжем этот узор. И сейчас перевернем на второй ряд. Второй лицевой ряд вяжем следующим образом. Кромочную снимаем, раппорт узора. Первая петля лицевая, вторая петля, делаем вот такой накид, петлю снимаем, не провязывая. Далее второй раппорт, снова лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, петлю снимаем. Лицевая, накид, петлю снимаем. Вяжем таким образом, девочки, до конца ряда. Провязали кромочную у нас изнаночная, переворачиваем. Третий изнаночный ряд. Следующим образом вяжется. Кромочную снимаем, делаем вот такой накид снова. И петлю нашу с накидом снова снимаем, не провязывая. Изнаночная. Все, раппорт связан. Второй раппорт также делаем накид. Петлю с накидом снимаем, не провязывая. Получается петля с 2 накидами. Видите? Снова изнаночная. Второй раппорт связали. Накид. Петлю с накидом снимаем, не провязывая. Изнаночная. Накид. Петлю с накидом снимаем, не провязывая. Изнаночная. Накид. Петлю снимаем, не провязывая. Изнаночная. Вяжем так до конца ряда. Кромочную провязываем изнаночной, переворачиваем. Четвертый лицевой ряд. Вяжем. Кромочную сняли. Далее у нас идет лицевая.
петля с 2 накидами вяжется 1 изнаночной петлей. Вот таким образом. Снова лицевая, петля с 2 накидами вяжется 1 изнаночной. Снова лицевая, петля с 2 накидами вяжется 1 изнаночной. Лицевая, петля с 2 накидами вяжется 1 изнаночной. Продолжаем так вязать до конца ряда. То есть, по сути, это получается лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, кромочная и изнаночная. Все. На этом раппорт узора связан. По нашей лицевой стороне все будет очень рельефно и красиво смотреться. Вот таким образом, да. И, в общем-то, снова начинается повтор раппорта с первого ряда. То есть переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И формируется красивый, очень красивый рельефный узор, очень давно известный в вязании, один из часто применяемых узоров. Всем рекомендую, мои хорошие. Наша задача сейчас сделать влажную тепловую обработку образца, измерить плотность вязания, чтобы приступить к дальнейшим расчетам. Итак, делаем влажную обработку образца, влажную тепловую, горячим паром. Обдаем наш образец, девочки, и тянем его. Он во влажном состоянии очень податливый, очень пластичный. Тянем его в разные стороны, но здесь, скорее всего, надо акцентироваться, наверное, на вертикальном растяжении. Расправляем наш образец и даем ему высохнуть. Еще раз, последний разочек, так скажем, да, расправляем. Я думаю, что когда он высохнет, он примет ту самую форму, которая ему будет удобна и присуща в процессе, уже будучи изделием, да, эксплуатации, скажем так. Итак, наш образец с вами высох. Все он такой же у нас красивый, рельефный, шикарно выглядящий. Давайте его вот так потрясем. Так, укладываем и берем простую линеечку. Девочки, простую линеечку. Вот в таком естественном состоянии, как он есть, да? Укладываем, берем линеечку, прикладываем. Итак, у меня, девочки, 16 сантиметров ширина образца. 16. У нас 30 петель участвует. 30 разделить на 16. 1,85 плотность получается по горизонтали. Я просто округлила. Можно, конечно, сделать 1,9, да? Но давайте возьмем... Ну да, тут ближе к 1,9. Возьмите, как считаете нужным, я возьму 1,85. Так, дальше. По вертикали теперь. Укладываем наш образец и измеряем высоту образца. 14 сантиметров. Сейчас надо посчитать, сколько у нас связано раппортов, то есть сколько рядов участвует в узоре. Девочки, в моем узоре участвует 10 раппортов по 4 ряда раппорт. Получается 40 рядов. 40 рядов и на 14 сантиметров делим. 40 делим на 14. Плотность по вертикали 2,85. Итак, эти цифры очень важны. Их надо обязательно записать, не забыть. И сейчас мы будем их использовать в расчетах. Итак, девочки, для расчета я взяла вот эту выкройку. Все детали вяжем раздельно. И затем в процессе сшиваем. Все детали вяжутся снизу вверх. И перед спинкой у нас вяжется одинаково, различие лишь в вырезе горловины. У переда оно глубже. Вот у нас есть скос плеча, как видите.
И давайте подробнейшим образом рассмотрим, сколько петель набирать и как считать. Значит, для размера 42-44, это российский размер, с шириной спинки и переда 49 сантиметров, мы будем набирать 90 петель. Как я считала, 49 умножается на плотность, которую мы с вами сегодня посчитали. 49 умножается на плотность 1,85. Это плотность по горизонтали. И получается 90 петель. Для второго размера 46-48 у нас 54 сантиметра ширина спинки переда умножим на 1,85 и получим, девочки, 100 петель. И для третьего размера ширина 59 сантиметров умножить на плотность 1,85 мы получим 110 петель. Могу вам сказать, что размер 54 и 56, четвертый размер получается, девочкам, которые захотят связать себе, я могу также посчитать. Смотрите, берете ширину 64 сантиметра, умножаете на 1,85 плотность и получите 118 петель. Вы видели, что в нашем раппорте узора всего 2 петли. 2 петли, 4 ряда. Вот. И поэтому очень легко здесь все эти петельки посчитать. Да? 90 петель, 2 кромочные из них уйдут, да? И остальное это раппорт узора. То есть 90 отнять 2 петли кромочные. Получится 88 петель. Делим на 2 число петель в раппорте. Вы повторяете этот раппорт 44 раза. Понятно, да? То же самое касается и других размеров. Также считается. Элементарнейшим образом начинаем мы, как всегда, с нижней планки. Вяжем любой резинкой, какой вы хотите. Любой наборный ряд, какой вы любите. Вяжете на 7 сантиметров. Хотите тоже, кстати, эту длину вы можете для себя определить самостоятельно. Так же, как и длину самого изделия вы можете. У меня 62 сантиметра. Я взяла на все размеры одну мерку. Потому что мерочки вы будете все равно менять под свой индивидуальный рост. Девочки, под свое индивидуальное предпочтение. Поэтому будьте здесь, пожалуйста, сами себе хозяйкой, да. Так, затем мы с вами сразу переходим на узор, вяжем этот узор по прямой. Вот, и на высоте 144 ряда от нижней планки мы приступаем к формированию скоса плеча. Высота скоса составит 4 ряда, и если это перевести в ряды, это будет 12 рядов в высоту. То есть мы будем скос с вами формировать на высоту 12 рядов. Закрытие у нас будет идти в каждом втором ряду, то есть 6 раз, не считая первоначальных петель закрытия на высоте 144 ряда. Да? Смотрите, значит, что у нас, как это будет все выглядеть. Почему 12 рядов? 4 я умножила на плотность, которую мы с вами посчитали по вертикали 2,85, только что считали. И получим, видите, число 11,4. Но я всегда беру четное число рядов и округлила до 12. 12 рядов будет высота скоса. На вырез горловины я посчитала также петли. Первый размер 36, второй 38, третий 40. Ну и если вы будете вязать на 4 размер, то 42 берите, на 2 петли больше. Соответственно, все, что остается, это петли плеч. Делятся эти петли пополам ровно и получается петли плеч. Почему именно 36, 38, 40, 42? Почему? Объясняю. Значит, у нас с вами плотность 31,85, да? Я взяла 20 сантиметров
ширину выреза горловины и умножил на плотность 1,85. У меня получилось 37 петель. Но нам надо, чтобы было четное число, поскольку у нас в наборе участвует четное число петель. Поэтому я взяла 36. Не считаю, что здесь нужно делать широкий вырез горловины, поэтому не 38 взяла, а 36. В сторону немножко одной петли уменьшения. Вот и все. Такая логика простейшая. Девочки, как сформировать скос плеча, я подробно рассказываю в инструкции под видео. Пожалуйста, почитайте. Все там есть. То есть там вся последовательность операций. Теперь по поводу выреза горловины. Вырез горловины у спинки 2 см глубиной, у переда 7,5 глубиной. Также подробно рассказываю, как сформировать вырез горловины, последовательность действий в инструкции под видео. Читайте инструкцию. Там все будет, на какой высоте, как это все осуществляется, как сделать закругления вот эти красивые. Все там есть, последовательность действий. Давайте перейдем к рукавчику. У рукавчика у нас с вами, значит, также вяжется снизу вверх, начинается с нижней планки резинкой 1 на 1 или 2 на 2, любой какой хотите. Набираем мы 43, 45, 47 петель, то есть нечетное число. В узоре тоже хочу, чтобы было нечетное число, чтобы это симметрично вязалось. Вот здесь не стала говорить про симметричность. Знаете почему? Потому что когда вы перед спинку сошьете, будет нормально смотреться рисунок, как будто вы его вязали единым полотном в круговую. Да? То есть у вас там изнаночная, как бы, да, с лицевой будет переплетаться, как будто вот так и должно было быть бы, да. Вот. А здесь вот для симметрии беру вот нечетное число. Далее переходите после окончания планки на наш узор, вяжете, 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 в каждом 7-м ряду делаете прибавки 16 раз. Для 3-го размера получается 17 раз надо в каждом 7-м ряду сделать прибавки. В итоге у вас должно получиться 75, 77 и 81 петля. Почему в каждом 7-м ряду? Объясню, как сформировать скос правильно. Все прибавки будут у нас делаться одновременно и равномерно по одной петле в каждой прибавка. И выглядит этот расчет следующим образом. Высоту скоса, в моем случае это 39 сантиметров, при общей длине рукава 46 сантиметров. Эта длина рукава будет вами корректироваться в ту или иную сторону по вашим индивидуальным меркам. Сейчас я рассказываю как обучающий материал, как это сделать расчет самостоятельно. Вы определяете высоту скоса, то есть от нижней планки до окончания рукава. 39 сантиметров. 39 умножаете на плотность по вертикали. В нашем случае расчетная плотность 2,85. То есть 39 надо умножить на 2,85. И получите 112 рядов. Всегда идет в сторону четного числа. Да? 112 рядов. Вот у меня написано. Теперь эти 112 рядов вы делите на 16. Только столько петель вам надо прибавить. Разделить на 16. Так, еще раз. 112 рядов разделить на 16 получается 7. То есть в каждом 7-м ряду идет прибавка. С двух сторон одновременно. Все. И после того, как у вас это количество петель будет уже, вы закроете все одним разом. Затем вы сшиваете детали, девочки, обвязываете на круговых спицах. Планку вяжете по вырезу горловины. Как поднять петли планки? У меня есть всегда ссылочки под видео, как это делаю я для примера, да. Вот. Я думаю, что у вас есть свои фишечки уже у всех, как обвязать вырез горловины. В общем-то, я думаю, что на моем канале уже многие умеют вязать хорошо и в общем-то, делают это очень профессионально. И мои вот эти все
подробности вряд ли вам будут нужны. Ну а девочки начинающие, которые только, значит, пытаются вязать, учиться плечевые изделия, с успехом могут посмотреть на моих видео мастер-классов по петельных, как это делаю, поднятие петель по вырезу горловины я, к примеру, да, или можете на любом канале YouTube, очень много, на любом вязальном канале практически встречаются такие видео мастер-классы, которые позволяют вам освоить не одну технику обвязки выреза горловины. Я желаю вам удачи и до новых встреч!